Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о двух смартфонах Poco F6 и F6 Pro. Сравню их для вас и, разумеется, расскажу о тех тестах, которые я уже проводил с ними, в чем в них разница и стоит их ли приобретать. Разумеется, оба смарта выбивают больше 1 миллиона 400 тысяч баллов в Antutu. Этот 1 400 000 с копейками, этот иногда 1 600 000. Помимо этого 120 Гц экрана. Если здесь у нас пластиковая рамка в F6, то в F6 Pro у нас металлическая рамка. Снимать все может в 4К 60 FPS. Это дело F6 Pro еще может в 8К. Непонятно, правда, кому это нужно будет, но все-таки. 1080p 60 FPS на фронталку, притом неплохие и очень близкие. Но в то же время ценник этого устройства F6 Pro практически на 30% выше, чем этого устройства F6. Что же из этого выбрать? Стоит ли вообще их выбирать? Это мы узнаем в ролике. Во всяком случае, я вам постараюсь на это дело ответить. В первую очередь я сравню их по камерам, потому что остальное, как говорится, относительно, и мощность здесь и правда избыточна, что в одном, что во втором устройстве. По дизайну мне больше, спойлер, сразу нравится F6. Если говорить про их способности, ничего из этого не имеет защита от влаги из разряда IP67. Вот здесь есть IP64, здесь вообще влагозащита не заявлена. И я, разумеется, эти оба устройства топил. В обзорах на них вы можете на это дело посмотреть. Оба выжили. Но этот выжил чуть-чуть хуже. Его пришлось сбрасывать, чтобы он показывал нормальные результаты. Подробно расскажу. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному из смартфонов Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом и оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала написать свое имя в Телеграме. Можно через пробелы, можно русским языком. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Розыгрыши каждый месяц в конце месяца на стриме. Присутствовать не обязательно, если победите, я вам напишу. Перейдем непосредственно к смартфонам. Полетели. Оба смартфона поставляются в коробке из плотного картона. В комплекте у F6 мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой. Очень даже хорошая, она спасла его от камней, когда он у меня упал. Черный силиконовый чехол, адаптер питания на 90 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти ни туда, ни туда запихать нельзя. А старшая модель в комплекте имеет адаптер питания до 120 Вт. Габариты F6 смарта 160 на 75 на 8 мм, вес 179 граммов. F6 Pro 160 на 75 на 11,5 мм. Без блока камер, толщина 8,5 мм. Вес 210 граммов. F6 поставляется в черной, зеленой расцветке и титановой, а F6 Pro в белой и черной расцветке. Дизайн смартфона от старшей модели отличается, плюс от меня за то, что блок камер не имеет глянцевую вставку, как F6 Pro. Нет этой цыганщины. F6 имеет аккуратный и приятный дизайн, тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Круто, что у F6 есть официально заявленная защита от влаги и пыли по стандарту IP64, в отличие от Poco F6 Pro. У него этой защиты нет, хотя, опять же, в рекламе и презентации показывали, что у Poco F6 Pro есть магическое свойство влажные нажатия воспринимать, либо нажатие под дождем. Вот так странно. Защиты от влаги нет, но под дождем можно использовать экран. Далее, на корпусе они расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъемы USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. К слову, после утопления обоих смартфонов оба смарта выжили. Poco F6 Pro какое-то время глючил после этого, но в целом с утоплением они справились, топить их нельзя. Динамики и микрофоны от этого дела не пострадали, что хорошо, во всяком случае, на короткий период времени. Звук в обоих случаях неполноценное стерео и перекос довольно заметный. Настроить качество звука можно, так как есть предустановленные эквалайзеры и даже кастомные эквалайзеры. Что в F6, что в F6 Pro установлен линейный вибромотор по оси X, он тактильно приятный и настраиваемый. В F6 Pro силы его не хватает. Смартфон слишком габаритен для него, я бы посильнее бы делал. ИК-порт в наличии, а вот мини-джека нет. В целом все идентично и в F6 Pro. Смарт оснащен Crystal Res Flow AMOLED 1,5K DOT дисплеем с диагональю 6,67 дюйма. Это про Poco F6 отличным разрешением 2712 на 1220 пикселей и плотностью пикселей субфлагманской 446 ppi. Прям очень круто. Притом у Poco F6 Pro установлен уже AMOLED 2K дисплей с диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей.
пикселей и плотностью пикселей в 526 ppi. Экран F6 защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, матрица экрана абсолютно плоская, рамки симметричные, подбородок есть, но он небольшой, практически незаметный. И по моим тестам экран выдает шикарнейший 818 люксов на 100% яркости с функцией Sunlight. У F6 Pro с той же функцией он на 100% яркости выдает 1100 люксов. В пике по яркости у них экраны плюс-минус одинаково яркие. Частота обновления экранов максимум 120 Гц, и результаты теста на частоту дискретизации касания плюс-минус идентичны. Мультитач на борту, экраны спокойно откликаются на 10 касаний одновременно. Частота регулировки шима 1920 Гц у F6 и 3840 Гц у F6 Pro. Показатели шима одинаковые, выше 20% по радексу не поднимаются, но если измерять ТК шим, поднимается до 40%, притом у F6 Pro он получше. Always On Display урезанный у F6, у Poco F6 Pro Always On Display полноценный. Они так интересно Always On Display урезанный у F6 называют умным AOD, а просто по факту отделяют устройство высокого ценового сегмента от низкого ценового сегмента. Разблокировать смартфоны можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенных под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканеры отпечатков пальцев работают корректно, но завести несколько раз один и тот же отпечаток можно, а в общей сумме можно завести до 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает быстро, даже под небольшим углом. Биометрические данные можно зарегистрировать и у того, и у другого смартфона до 2 лиц. Процессор установлен в Poco F6 Snapdragon 8S Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3 ГГц. Графический процессор Adreno 735. В Poco F6 Pro используется Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессором 4 нанометра, таким же с 8 ядрами, но частота у него максимальная уже 3,2 ГГц. Вот за 0,2 ГГц и ядра вы переплачиваете. Там они чуть-чуть другие. А графический процессор тоже покруче, 740 Adreno. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 гигабайт. По типу памяти все одинаково, только у F6 Pro уже АЗУ идет от 12 и 16 гигабайт, а ПЗУ 1 терабайт. Вот она и разница в стоимости. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии. Система работает шустро, в ней есть много различных вспомогательных интересных функций. Также поддерживает управление жестами ладони, но только в небольшом количестве поддерживаемых приложений. Про работу с искусственным интеллектом для субтитров, поисков альбомов, портретов и тому подобному можно то же самое сказать. У F6 Pro используется Wi-Fi 7 серии, поддерживает Dual 5G, 4G и ниже. Для 4G все бенды у обоих смартфонов на борту. Bluetooth чип установлен в версии 5.3. В F6 тот же Turbo 3 имеет поддержку Wi-Fi 6E серии. 5G сетей с функцией Dual, 4G сети и ниже. Отмечу, что Turbo 3, это китайская версия Poco F6, не имеет всех бендов, так же как и Redmi K70, это китайская версия Poco F6 Pro. Поддержки eSIM нет ни у Poco F6, ни у Poco F6 Pro. Для 4G 7 и 20 бенда у Turbo 3 нет, у Poco F6 есть. Глобалка, разумеется, тоже будет на обзоре, она уже, кстати, уже в пути. Но купил я ее дороже, чем она сейчас торгуется. Я купил за 33, она уже 28. Датчик приближения работает без нареканий, запись разговора есть только в Turbo 3. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, список аудиокодеков идентичный. NFC поддерживается в обоих смартах, и MirPay встает без проблем. GPS-тест показывает точность до 3 метров как у F6, так и у F6 Pro, но у F6 Pro намного шустрее, и в пасмурную погоду F6 Pro показывал точность 3 метра у меня, а F6 показывал 4. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке F6 выдает 9 часов, Work Performance 16074 балла. У F6 Pro в PC-марке с автогерцовкой и автояркостью выходит 10 часов 47 минут. Ну и разрешение я поменьше выставил, честно. А со 120 Гц на 100% яркости 7 часов 53 минуты. То есть по факту он на 1 час меньше по автономности PC-марки, чем F6, но он более мощный, у него больше экран и у него выше плотность пикселей. Заряжается он от родного адаптера питания с включенной функцией зарядки от 0 до сотки, это F6 за 42 минуты. При просмотре видео на YouTube уходит 4% заряда, в играх за час в среднем уходит 25%. В F6 Pro зарядка на 120 Вт, беспроводной зарядки нет. И заряжается он от родного адаптера питания. Сначала заряжался у меня за 26 минут, но на стриме у нас получилось зарядить его с 0 до сотки, внимание, за 22 минуты, обещали 19. При просмотре видео на YouTube в среднем уходит 5% заряда, в PUBG New State уходит 20%, но после утопления было вообще 50%, а в Genshin Impact 26%. Притом яркость он практически не сбрасывал, но F6 Pro мы гоняем второй раз сегодня на стриме. Надеюсь, что он оклемался после утопления и все будет хорошо. Во всяком случае, в Antutu он уже выдает то же количество попугаев, что и до этого выдавал. В F6 таких глюков после утопления не было. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте F6 выдал 433 гипса максимум, 382 гипса в среднем и 354 гипса минимально на 100 потоках при 60 минутах. В таких же условиях F6
F6 Pro показал 462 гипса максимально, 410 гипсов в среднем и 393 гипса минимально. В Geekbench 6 в сингл-коре 1872, в мультикоре 4843, в GPU-скоре 8820, а F6 Pro в сингл-коре 1420, в мультикоре 5181, в GPU-скоре 7745. 3D Mark для F6 Pro недоступен, для F6 выдал он Wildlife Extreme Stress Test 11572, SolarBay 4511, SolarBay Stress Test 5051. Wildlife Stress Test показал 11164, Wildlife Slingshot и Slingshot Extreme по максимуму. В Antutu F6 выдал 1 421 000 попугаев. F6 Pro 1 546 000 попугаев. Не такая большая разница. Storage тест показал у F6 Pro 146 000, 193 000 у F6. Стресс-тесты смартфона прошли, и результаты вы видите на экране. Плюс-минус одинаково. Разумеется, F6 Pro помощнее. Poco F6 оснащен основным сенсором Sony IMX882, тот же Sony Lead 600 на 50 мегапикселей с оптостабом и апертурой 1.59. Сверхширик IMX355, считайте затычка на 8 мегапикселей. Также есть кольцевая LED-вспышка. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного сенсора 4К 60 FPS. Фронталка UV20B на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. К слову, чистокровный F6 оснащен как раз сенсором Lead 600. Turbo 3 882 IMX, но это одинаковые сенсоры, просто с разным названием. Спеки у них Ctrl-C, Ctrl-V. Максимальное разрешение для съемки видео фронталки 1080p 60 FPS. Poco F6 Pro оснащен основным сенсором Light Vision 800 mAh сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом и апертурой 1.6, сверхширик IMX 355 на 8 мегапикселей, а также макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео максимально доступна в разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. 4К 120 FPS здесь отсутствует, как и в Poco F6. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. Ночью F6 Pro снимает шумами, но при этом вытягивает слегка больше деталей. Это можно сказать про основной сенсор и про фронталку. Со светом смартфоны справляются практически одинаково. Отмечу, что у F6 Pro видео более плавное, у F6 слегка фризит. По цветам нет явного победителя, так как в разных локациях они показали разный результат. Допустим, F6 лучше показал результат при работе с морской водой. F6 Pro слегка уходит в красные тона. F6, в отличие от F6 Pro, днем не ловит дымку, да и иногда выдает более детализированную картинку. Смотрите, кстати, обзор одним кадром, где я 15 минут про каждый из этих смартфонов рассказываю и снимаю на основной модуль, на пользу стрима. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Вот он, светосильный объектив, да, 4К 60 FPS на F6 Pro, 4К 60 FPS на F6, по-другому Turbo 3. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Разумеется, если для вас актуальна ночная съемка, то вот полностью в ночи я бы брал, пусть даже все в шумах, но что-то, что видит больше. Потому что одно дело что-то вытягивать, а другое дело, когда ты из черного пятна что-то вытягиваешь, что целесообразность нулевая. Давайте попробуем в иксах сравнить. X6. Вот эти два смарта. И две фронталки 1080p 60 FPS. По цветам, кстати, хотя шумов космос, правильно цвета сейчас передавал на тот момент Poco F6 Turbo 3. Так, 4К 60 FPS, и по мне это, разумеется, лютейшее извращение выбирать между Poco F6 и F6 Pro по съемке. Почему? Потому что покафоны это не про съемку. С одной стороны, с другой стороны, ну, в чем-то их надо сравнивать, правильно, помимо плотности пикселей, яркости и остальных прелестей жизни. И по большому счету, вот так вы сможете снимать на один или второй смартфон. Напоминаю, что и то, и другое топило, и то, и другое топить нельзя. IP64 на Poco F6 Turbo 3, а на Poco F6 Pro вообще никаких IP нет, или Redmi K70 по-другому. Но это оригинальный Poco F6 Pro, это не оригинальный Poco F6, это Turbo 3. 4К 60 FPS, я вам скажу, что по ночному сравнению получается, мягко сказано, странно. Почему? Потому что по мне в ночном сравнении выигрывает по фото, очень в некоторых сценариях использования, по какой-то неведомой мне причине, Poco F6, а не F6 Pro. И может быть по съемке видео будет не так, но по съемке фото с балансом белого у F6 Pro
очень часто бывает какая-то непонятная мне печаль. Вот такие вот дела. И если даже брать по цвету, вот сейчас освещение у песка, хотя обнова пришла, на Poco F6 Pro вообще неверная матрица. 1080p 60 fps, притом магия в том, что на F6 Pro хотя был цвет песка неправильный на основной модуль при видеосъемке, при фотосъемке как раз на F6 Pro был правильный цвет. То ли лыжи не едут, то ли Poco странная. Как можно по-разному до такой степени калибровать одной прошивкой? Ну, ладно. О, посмотрите, что с шумами на... Получается, позади меня на F6. Какая-то вообще беда была. Ну-ка. Оба. Где-то роллинг шаттер. Где-то с кем-то роллинг шаттер. Где роллинг шаттер? Вот так. Ночная битва лютейших ультрашириков, 1080p 30 fps, максимальное разрешение у них для съемки. И чтобы понять всю глубину глубин и вероятность того, что вы будете их использовать, точнее того, что их не стоит использовать ночью, хотя вообще их желательно, наверное, не использовать, но, как говорится, это смотря как смотреть. Так вот, матрица в том, что ультраширики для съемки, по мне, здесь не предназначено. Плюс в карму, кстати, вот сейчас 4К 60 FPS, чтобы вы ощутили разницу, что у Poco F6, точнее Turbo 3, при переключении на основной модуль включается сразу режим 4К 60 FPS у меня. А по цветам ближе, кстати, Poco F6. Poco F6 ближе. Насколько ближе? Не насколько. Да, намного ближе. Вот этот вот желтый цвет от, получается, фонарей, он передает очень даже хорошо. И вот так вы сможете ночью снимать. Получается, F6 Pro вытягивает больше инфы отовсюду. Давайте ради интереса. Тот участок X6. Ну, видно очень даже хорошо невооруженным взглядом. Ну вот они, наглядные 1080p 60 fps в той же локации. И вот так вы сможете себя снимать ночью на эти два смартфона. Если не бежать, не пытаться их трясти, там, показывать роллинг шаттер или еще что-то, по большому счету днем фронталки уже нормальные. Особенно посмотрите сравнение, в принципе. То есть я сделал на Turbo 3 F6 сравнение с смартфоном и с 3 смартфонами на F6 Pro. И вот чтобы понять, что из этого лучше снимает, обязательно посмотрите их. И как только вы их посмотрите, вы сразу сможете прикинуть, устраивают они вас или нет относительно конкурентов в первую очередь. Потому что они стоят не копейки, эти смарты, но на данный момент вчера 38 стоил F6 Pro, 28 стоил F6, и это жир. То есть по F6 за 28 это прям вообще фейерверк, пушка-бомба, гонка. По поводу F6 Pro, там уже OnePlus можно покупать, притом довольно крутые. Так, веганы, прячем глаза, это 4К 60 FPS. Мясо из сои, разумеется. Просто жарим мясо из сои. И ночная съемка. Вот так сможете снимать на эти два смарта. Эпичность картинки зашкаливает. Ночь, улица, фонарь, 4К 60 FPS. Poco F6 против Poco F6 Pro. Стоянка байков. Вот там вот, кстати, Дукати стоят. Да. И мне друзья говорят, что не бери. Не бери или кончатся твои обзоры. Напишите, брать или нет Дукати. И если говорить про съемку, то однозначный лидер здесь ночью по мне не выявлен. Почему? Потому что по цветам... А что по цветам? По
цветам вы сами видите, что происходит у Poco F6 Pro. Что с ним происходит? Где он видит столько красного вокруг? Захлебывается просто красным. Вот так. И фронталки в сложных условиях. Тоже 1080p 60 fps. Плюс-минус. Ушатайка. Кто-то... У кого-то светосилы не хватает. Я думаю, вы догадались, у кого. 4К 60 FPS, Poco F6 и F6 Pro. Очень не люблю я сравнивать бренды одного бренда смартфона, потому что при любом раскладе выиграет бренд, так как вы видите и тот, и другой смартфон. Получается бренда Poco-Xiaomi. Но, опять же, у меня есть обзоры на эти смарты. Если Poco F6 Pro брать, то я его вообще с 3 смартфонами сравнивал. Poco F6 с конкурентом, поэтому, по большому счету, еще и F6 чистокровный буду сравнивать. Кстати, по поводу сенсоров, я раз 500 за ролик тоже скажу, что Lead 600 то же самое, что 882. Это в Turbo 3, который сейчас вы наблюдаете. Это F6. И в Turbo 3 стоит Lead 600. А нет, в Turbo 3 882, а в этом 600 в F6. Но они одинаковые по спекам. Так что кто убивается по размеру пикселя, апертуре и разрешению, можете посмотреть. Названия разные, сенсоры одни. Вот у меня ощущение, что F6 Pro как-то глючит по камере. У вас есть такое ощущение? Пропускает кадра. И это ультраширики 1080p 30 fps. То, что нельзя вспоминать и нельзя использовать на этих смартфонах. Почему? Потому что все очень печально с ним. Давайте вот ультраширик 1 и 2. Как они отрабатывают с объектом. И раз. Здесь и без меня все видно. Да. И фронталка 1080p 60 fps. День. Вот они, два смартфона. Найдите разницу, да. Как хорошо, когда снимаешь на один и тот же бренд и недостатки плюс-минус одинаковые. Но, к слову, у 6 Pro чуть-чуть лучше. Опять же, по мне это все... Ну нет, лучше. Немного ультраширика в лифте. Вообще прям, ну вы поняли. Ультраширик в лифте не используем. Основа 4К 60 FPS. Напоминаю, что у Poco F6 Pro почему-то включается 4К, точнее 1080p врубается, когда ты уходишь с ультраширика на основу. Очень неудобная штука. Ну и не хватает колесика там и там, разумеется, для зума. Дневная фронталочка 1080p 60 fps. Вот так сможете себя снимать. Напоминаю, что обзор одним кадром — это где я хожу и рассказываю о девайсе. На канале уже Польза Лайф. И там сможете оценить, насколько основные модули хороши, потому что все эти фронталки у китайских смартфонов очень часто не блещут качественно. 4К 60 fps. Еще одна парковка. День, основной модуль. 2 смарта. И, как мне сказали, кстати, я попытаюсь с выдержкой в 30 секунд на штативе сфотографировать ночью на 6 Pro. Так что в личной телеге посмотрите, может кому-то будет интересно, на что способен этот модуль. Потому что в целом, вот, основной модуль у 6 Pro прям совсем неплох. А у 6 Pro просто хорош. Что Turbo 3 я покупал дороже, даже по скидкам, чем сейчас стоит F6. То есть Poco F6 стоит 28 тысяч, вот сейчас на сейле. Будет ли он 26 стоить, ну это было бы вообще нереальная пушка, гонка, бомба, взрыв. Но вот из этих двух смартфонов, разумеется, по цене и качеству, я думаю, вы догадываетесь, что F6 топчик. И еще немного видов. Вы же пришли за сравнениями, вот и сравниваем, правильно? Был бы плохой вариант развития событий, если бы я не сравнивал.
Вот днем плюс-минус одинаково. Хотя не, натуральные цвета у F6 Pro, F6 перекручивает чуть-чуть. Вот они, два ультраширика, и здесь сразу видно, кстати, что на F6 намного он печальнее. Вот посмотрите на зелень туда. И на F6 вообще какая-то белиберда. F6 Pro вон до X6 может даже увеличивать. На X2 абсолютно адекватная картинка относительно, видите? Еще немного, два основных модуля 4К 60 FPS. Съемка получается против солнца, максимально противный рассеянный свет. И вот так вы сможете снимать два, получается, помещения. По цветам, сейчас правильно, кстати, даже не знаю кто. Нет, ближе все-таки Poco F6 Pro. Poco F6 какую-то лабутень показывает по цветам. Фронталка 1080p 60 fps. Ну даже такое себе, когда разница получается 10 штук, я об этом буду говорить даже в резюмировании. Вы получаете устройство тоже без беспроводной зарядки, еще без официальной защиты от влаги. И да, плотность пикселей космос. Но экран не LTPO. Да, фронталка получше. Посмотрите, какое мыло на F6. Но слишком большая разница по мне. Опять же, 35 для F6 Pro была бы бомбой. 39-38, еще и налог. Ну что, вот сейчас совсем интересно, почему? Потому что вот вы сейчас видите 4К 60 FPS, и я обычно кричу, что Poco F6 Pro имеет лучшую цветопередачу. Вот сейчас она нулевая у него. 100% правильно передает цвета на данный момент. Poco F6 Pro не передавал. Вот сейчас Poco F6 передавал. И вот сейчас он не передает. Вот сейчас цвета правильные у Poco F6. У F6 Pro нормальные цвета становятся, когда я разворачиваю лицо сюда, и он начинает передавать правильно с зеленцой вода. И насколько это критично, по мне максимально критично, когда у тебя цвет воды не соответствует вообще, это, ну, вот вы видите разницу. То, что вы видите на Poco F6 правильно, то, что вы видите на Poco F6 Pro, абсолютно неверно. Делаем зум. X6. Кому надо будет по видео снимать на X6. Я абсолютно не понимаю этих людей. Очень часто довольно забавно выглядит их съемка. Но вот так вы сможете снимать. И ультраширик 1080p 60 fps. Также у F6 Pro какая-то беда с цветами. Абсолютно бесконечно. Что есть, как говорится, то есть. Вот так он снимает. И в движении примерно будет картина вот такая. Основные модули 4К 60 fps, две камеры, F6, F6 Pro. Опять же, сейчас снова F6 лучше по передаче цветов. Цвет воды четко, как у F6. И вот так сможете снимать в движении на эти два смартфона. Смотрите, по поводу ночной фотки. Разумеется, у меня здесь у F6 произошла печаль. У нас поплыла чуть-чуть картинка. Но даже учитывая, что она поплыла, видно четко, что по работе со светом чувствительный намного больше объектив и основного модуля у F6 Pro. Даже если бы все было хорошо, все бы было не так хорошо. Почему? Потому что здесь мы видим F6 Pro, здесь мы видим F6. И по деталям, которые вытягивает F6 Pro из темных участков, можно сделать вывод простой, что F6 Pro ночью фотографирует намного лучше. Но, опять же, вот эта вот дымка, ощущение, она палка о двух концах. У вас хорошие фотографии ночью, в то же время днем ощущение часто очень довольно дымки. Вот такие вот у нас характеристики у них, чтобы вы видели. 26 мм основной модуль,
26 мм основной, 24 мм основной модуль эквивалент. Здесь у нас две фотографии с F6 Pro в лифте, эквивалент 24 мм, и в лифте эквивалент 26 мм. Poco F6 Pro и F6. Небо и земля. Кажется, что они одинаковые, но даже ощущение, когда ты подальше делаешь фотографию, космос. То есть разного класса устройства. Опять же, это по мне. Исходники уже в моей личной телеге. Но если говорить про видео, то там была полная ушатайка в плане передачи цветов. То про фото, когда я делал фотографии, цвета были у F6 Pro вообще не соответствовали. Но в итоге на фотографии почему-то цвета соответствуют. Такая матрица. Возможно, даже и на видео они получше, чем я говорил в ролике. Но они вообще никак вместе не дружили. Это два ультраширика. Ультраширики, мораль ультраширика в чем? Мало того, что здесь у нас искажение в принципе картинки, как и на любом другом ультраширике, они оба печальны, и, наверное, здесь я хочу просто показать, что то, что другое абсолютно бесполезно. Если говорить про основные модули, один и второй, в довольно интересной обстановке, здесь у нас фотография, пусть даже свет рассеянный, но источник света позади. И здесь, несмотря на то, что по мне F6 Pro в основном выигрывает, он здесь не вчистую выиграл. Хотя, опять же, вот из темных участков он вытянул больше. Кому они нужны, не знаю, но в целом от фотографии одинаковое ощущение. И та, и другая фотография хороша, и та, и другая абсолютно не отражает правильные цвета. То есть здесь цвет воды вот такой. Если говорить про съемку объектов, вот он, 6 Pro и 6. И если бы не было надписи, если честно, я бы подумал, что здесь у нас 6 Pro, потому что по цветам вот здесь у нас контраст выкручен, здание более серое, оно уже выцвевшее, чуть-чуть, может быть, и относительно F6, тоже неверный цвет, но он ближе. С другой стороны, если брать зелень, то также, по мне, F6 лучше справилась с этой фотографией, с источниками света. Сейчас посмотрим. Лучше справился F6 Pro все-таки. Здесь вообще что-то невнятное у F6. Но камеры плюс-минус рядом. Повторяюсь, что скачивайте исходники, оценивайте. И все эти цифры, они не имеют значения, когда алгоритмы одни. Одни алгоритмы, мы получаем плюс-минус одинаковые фотографии. Ну и закончить я бы хотел тем, что несмотря на то, что это и похоже, может быть, какими-то моментами на камерафоны, но фотографии на 6 Pro получаются чуть-чуть более бледными. И несмотря на то, что устройство стоит ни копейки, я ругаюсь, допустим, на 12 Pro Plus или 12 Pro от Realme с довольно слабыми процессорами. У тех есть телевики, здесь телевиков нет. Ультраширики у того и у другого устройства печальные. Сказать, что все фотографии прям в цвета попадают, нет, я не скажу, что у одного одно откалибровано лучше, у другого другое. И что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем довольно неплохую фронталку для китайцев, а так она максимально посредственная, потому что тот же Samsung A35, A55 за меньшие деньги имеет уже 4К 30 FPS на фронталке и сенсоры посерьезней. Если говорить про, допустим, те же возможности ультраширика, они печальные, а MX355 это прям ни о чем. Следственно, это не камерафоны. Здесь, кстати, F6 показывает более реальные цвета, хотя они тоже, эти слишком тусклые, эти слишком яркие. Вот и все танцы. Я бы мог вам показать 50 фотографий хороших и удачных с одного и второго смартфона. Мы бы вместе похлопали в ладоши, порассуждали, что Xiaomi семимильными шагами улучшает свои фотографии. И это так. То есть раньше было еще хуже. Но это далеко от идеала и далеко от камерафонов. За эти же деньги можно купить просто море смартфонов, которые будут снимать лучше. Пусть они будут на части ужасных процессорах, допустим, те же, не знаю, пиксели. Пусть они будут рисовать, те же Vivo, картинки, хотя здесь тоже они рисуют, но плюс-минус в тех же условиях, с теми же деньгами вы можете приобрести себе что-то более достойное в плане фотосъемки однозначно. Или без Google сервисов какой-нибудь Huawei P60 купить за 32 тысячи бушный или новый за 35, и все. И будет фотография там поприличней. В целом, все, что хотел, я рассказал. Минусы, разумеется, это плавающий ценник, потому что когда ты покупаешь за 35 тысяч F6, а потом он стоит 28, как минимум обидно, а разница 24 часа. Второй момент, это, разумеется, отсутствие беспроводных зарядок. Третий момент — это отсутствие защиты от влаги достойной, что одного, что у второго смартфона. Не сказал бы, что суперская съемка, нет триггеров, помните Poco F4 GT, нет беспроводной зарядки, помним F5 Pro. То есть в каких-то моментах Poco просто такой, давайте-ка сделаем дешевле. И обрезанный Always On дисплей на Poco F6. Ну и вот эта магия с ценами, когда ты понимаешь, что если ты добавляешь в F6, допустим, оперативки и внутренней памяти, у тебя получается цена как у F6 Pro, возникает вопрос, какого
дешево. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеграм-канале скидок у меня с завтрашнего дня появятся истории, я буду вас консультировать по поводу моего взгляда на распродажи или еще какие-то моменты особые раз в день в сторисах, надеюсь. Не осталось чуть-чуть там голосов. Если у кого-то есть голос премиум в телеге, надеюсь, что вы мне его телеграмму скидок дадите. Ну и резюмировать я бы хотел, как всегда, долго и мучительно. Смотрите, я не люблю сравнивать девайсы одинаковых брендов. Допустим, я делал когда обзор на Poco F6 Pro, я сравнил его с Realme 6 SE, Samsung S24 Plus, помимо этого еще с Xiaomi 14 Lite, CV4 Pro. Вот это вот дело, это не чистокровный Poco F6, это Redmi Turbo 3. То есть здесь нет двух бендов, и ценник был выше, кстати, чем сейчас F6 торгуются. Но железо то же самое, F6 я купил, сделаю полноценный обзор. Lead 600 и AMX 882 это одинаковые сенсоры, и плюс-минус те же тапки, только в профиль они будут снимать. Скорее всего, я его оставлю для того, чтобы вам доказать потом, что устройства абсолютно идентичны. То есть определенного рода лайфхак, что это Poco F6, но это и реально Poco F6, а это реально Redmi K70. По поводу недостатков вот сходу, я уже с самого начала вам говорил, что здесь нет защиты от лаги ни в одном, ни во втором устройстве потребной, то есть IP67 нету. Но и то, и другое у меня лично выжило после утопления. F6 Pro люто глючил. Он потом начал поедать 50% в PUBG New State в час. Сейчас все в порядке. Потом показывал у нас после утопления 1 миллион баллов в Antutu. И ничего волшебного в нем не было. Вот сейчас все хорошо, но лучше топить их не надо. Беспроводной зарядки ни там нету. Это дело может за 22 минуты зарядиться. Кому актуально, это прям супер быстро. Они обещают 19. Это Poco F6 Pro. Помимо этого, если использовать как читалку, я бы выбрал Poco F6 Pro. Но, вспоминая то, как все началось, я вам презентацию каким-то образом пытался переводить. Помимо этого у меня было 3 обзора на это, 3 обзора на это. Я могу вам сказать, что вот это вот 28 тысяч рублей, плюс там налог сколько будет, 1200, стоит однозначно. Если они скинут до 26, это будет просто пушка, бомба, гонка. Напоминаю, что этот смартфон у меня даже пережил падение на камни. Это не значит, что он у вас его переживет. Но смарт повел себя нереально круто, у меня защитная пленка только покоцалась, а упал он с высоты выше, чем моя голова, без чехла. По звуку, все близко. Датчики приближения ни здесь у меня не глючили, я не разбирал их, но на стриме я показывал в онлайне, как работает датчик приближения FS6 Pro и как работает этот датчик приближения. У меня глюков не было. У вас они, как всегда, вполне возможно будут, в чем я сильно сомневаюсь, к слову. Но во всяком случае F6 Pro 99,9 в периоде не будет. F6 может быть там датчик приближения не физически запихали. Если говорить о мощностях, для игр хватит и того, и другого. Для съемки хватит и того, и другого. Фееричной съемки на фронталку ни на тот, ни на другой смартфон вы не получите. Ни здесь у нас LTPO нету экрана. То есть они крутые, чуть-чуть меньше шим здесь. Но в целом сказать, что смартфон вот этот получается на 10 тысяч дороже, чем этот, и он круче на 10 тысяч, я лично не скажу. Я бы для себя выбрал F6 однозначно. Если говорить про единственный вариант использования, в котором бы я выбрал F6 Pro, это первое, когда мне необходима супербыстрая зарядка, и второе, когда мне необходима читалка. Потому что 500 с лишним PPI это просто прям вау для того, чтобы читать большие объемы текста. Плюс размер экрана поприятней, и в каких-то моментах у него камера, конечно, отрабатывает получше, потому что по съемке фото это уже очень серьезный аппарат. И можно долго и упорно говорить, что там сенсор такой же, как у всех, и чего-то здесь кому-то не хватает. Мне понравилось, как он работает с фотографией. С видео обзор одним кадром, по мне, он провалил люто, у него какая-то белина была, я его чистил, не чистил, сбрасывал, не сбрасывал. Примеры фото-видео вы видели. Так что 2 девайса достойные. Какие альтернативы у нас есть на рынке относительно этих устройств? Я уже делал обзор на Realme GT Neo 6 SE. Вот он был где-то 27 тысяч, они сейчас 6T, такой же смартфон, выкатывают на глобалку за какие-то 50 штук, даже если 40, это оверпрайс. То есть так это был бы конкурент F6.
Так это не конкурент. Если говорить про этот смартфон, Ace 3V от OnePlus рвет как тузик грелку его, по мне, опять же. Плюс мы всегда помним, что вот этот вот смартфон, это уже цена почти субфлагмана. И там есть непопулярная особо, но Vivo X100, Oppo Find X7 и очень много всего, чего можно пойти и выбрать. Он как-то посерединке между вот этими устройствами, уже субфлагманами. В 40, там, в 38-36 тысяч рублей не так много устройств. Повторяюсь, что чаще всего это какой-нибудь Nord 4, как раз OnePlus. Да, у него меньше мощи, но по сумме качеств я бы, допустим, смотрел бы и на него. Мне эти смартфоны понравились. Стоит ли их приобретать? Решать вам. Альтернатив всегда море. Но Poco вот сейчас вот это дело однозначно топ за свои деньги. Насчет F6 Pro большой вопрос. Пишем в комментах, делать ли такие обзоры. Я это делаю крайне редко и делаю только когда я считаю нужным акцентировать внимание на каких-то двух девайсах. Сейчас идет распродажа, если вы успеваете приобретать их за вот это 28, это за 38, это целесообразно. Пишите в комментах, на что бы еще хотели вы увидеть обзор. Огромное спасибо за просмотр. Оба девайса хороши, девайсам да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.